Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks, и это должно было быть видео на 8 марта, но я немного тут, немного там, и, в общем, не успела. Кстати, 8 марта был год, получается, этому каналу. Но это забавно, что у него ДР 8 марта, мне нравится, да. Я считаю, в марте выпускаю, и уже хорошо, потому что, зная меня, я могла бы еще год с этим видео тянуть, и хотя бы богиня, оно до моего ДР выйдет. В любом случае, у меня день рождения 26 марта, поэтому вы можете поздравлять меня либо с будущим, либо с прошлым, либо вдруг я выложу его вообще на ДР, Ну и, наверное, мне самой стоит поздравить такие с прошедшим 8 марта всех женщин. Девочки, многословной не буду, уже плюс время прошло, ну ладно, у меня... Извините за опоздание, правда. Я уже поздравляла у себя в Телеграм-канале вас и в Инсте, и везде, если вы у меня там есть, но я хочу сказать, что хотя у нас есть некоторые важные улучшения, однако работы еще очень и очень много. Одна на нас надежда, девочки. Я чисто живу на мыслях о том, что все станет лучше, если мы продолжим, и желательно даже усилием активируемся на большую мощность. Ну а так, да, получается с прошедшим днем борьбы за женские права и эмансипацию. На этом фоне я решила охватить такую важную, обширную тему, хотя я сомневаюсь, что я смогу за одно видео все рассказать, скорее всего нет. Но тем не менее, про это нужно говорить чаще и больше, и чтоб кто знают, не забывали, а кто не знают, те узнавали. Это тема про женщин, которые, притворяясь мужчинами, создавали и делали что-то в нашем мире. А такого из известного нам в истории было немало, а из неизвестного, я могу полагать, еще больше. Плюс украденные мужчинами разработки у женщин, идеи и прочее. Но это уже действительно на отдельное видео. Если вам интересно, то пишите в комментариях, мы потом изучим и это. Если бы я родилась какие-то 100-200 лет назад, сделаем вид, что тогда была такая возможность, да, и интернет, и все такое, мне бы пришлось назвать себя каким-то условным Валерием и нацепить фейковые усы. Потому что иначе, к сожалению, я бы просто сидела молча, без права сказать что-то, о чем я тут вообще говорю. Многие ошибочно думают, что женщины в прошлом не работали. Знаете, часто приписывают в таком контексте, что вот этот феминизм, из-за него женщинам теперь нужно быть сильными, независимыми, зарабатывать и не сидеть дома, какой ужас. Когда на деле это совершенно неверное представление. И я не знаю, сколько раз я еще выдержу видеть это в сети, клянусь, постоянно по новой офигеваю с таких тейков. Неужели люди сами понять не могут, насколько это абсурд? Хотя бы поискали информацию в интернете, почитали бы статьи, факты, книги, исследования. Не нужно много ума, чтобы узнать о том, что есть в открытом доступе, да? И когда это голосят мужчины, это, привычно и ясно даже. Но когда сами женщины говорят фразу по типу «Ой, фемки, из-за вас я не могу отдыхать и сидеть дома, мне надо работать», это просто жутко. И так хочется донести им, что нет, мои милые, ты бы не сидела дома, так бы не было. Ты бы пахивала наравне с мужчинами бесплатно. Ты была бы объектом, принадлежащей мужу, брату, отцу, любому родственнику мужчине. И наивно считать, что вы бы родились в богатой семье аристократов, это просто ошибка выжившего. Потому что вероятность родиться в такой семье равняется примерно 2%. И помимо этого, даже если вам повезло попасть в эти 2%, вы должны быть готовы иметь в виду, что вы все еще вещь, которую, скорее всего, продадут какому-то мерзкому мужику, дай богиня не старому. Вам придется делать все, что он скажет, рожать детей, растить их, терпеть любые унижения, измены без возможности уйти. Вы будете порицаться обществом за любое поведение. И если вдруг что-нибудь пойдет не так, вашему мужу вдруг покажется, что вы что-то делаете не так, он может просто отдать вас в психиатрическую лечебницу, где ваша жизнь станет еще больше адом, чем уже была. А я, кстати, хочу напомнить, что история про принудительное психологическое лечение была очень обширна. И во многих фильмах про старые времена даже можно проследить, что женщин часто отправляли в такие заведения за самые разные вещи, которые просто казались кому-то неправильными. И было достаточно просто заявления мужа. Например, за несогласие с мужем, за неправильное поведение, типа громкого смеха или раздражительности, за проявление минимальной сексуальности, а порой даже за вещи, не связанные с этим, вас могли назвать нимфоманкой, за социальное неповиновение и куча прочих вещей. При этом, даже если женщину врачи считали здоровой, ее могли не выпустить из заведения просто потому, что муж не дал разрешения. Да, иногда его разрешение было самой важной необходимой практикой, с помощью которой ее могли выпустить или не выпустить. Первые реформы по изменению положения, кстати, начали проходить только с 1860-х годов. В общем, да, эта тема довольно большая и грустная, и я
может быть, потом тоже бы сняла видео про нее. Итак, прежде чем погрузиться в сами истории женщин, которые сделали что-то, притворяясь мужчинами, давайте немного разберемся в том, почему к этому пришло и что же там все-таки на самом деле в этих прошлых временах было. Самое важное и первое, что это женщины работали всегда. Мне нужно, как у Спанч Боба, вот это вот, знаете, он там на радуге что-то делал. Всегда. Женщины работали всегда, просто сейчас, в данный момент, нам еще за это и платят. А так их труд считался частью обязанностей, а не работой. Доиндустриальная Европа, средние века, 5-15. Бесплатный труд. Женщины работали наравне с мужчинами в сельском хозяйстве, пряжа, создание одежды, уход за скотом и домашними делами, пивоварение. Да, это было женским ремеслом. Они работали в лавках, в мастерских своих мужей или отцов. При этом, очевидно, весь юридический доход принадлежал мужчинам. Женщина просто считалась частью хозяйства, а ее труд не числился как отдельный экономический вклад. То есть теоретически никто не скажет, что она работала, потому что да, она не работала, ее не существовало в статистике. При этом вкалывая ничуть не меньше, чем мужчина, а то и тяжелее порой. Экономика стояла на женском труде, но имена в отчетах стояли мужские. Про рождение и воспитание детей, конечно, речи вообще не идет, потому что и сейчас это лежит в основном преимущественно на женщинах, и по сей день существует и вторая, и третья смена. Put-out system, или так называемая домашняя система, надомный труд 17-18 века. Торговцы раздавали сырье, а женщины работали дома, например, пряжа и шитье. Платили за это сущие копейки буквально, при этом работа занимала 12-14 часов в день. Никаких гарантий, договоров, конечно, не было. Можно сказать, что это некий предшественник фабричного рабства, но как бы на дому. Индустриальная революция, официальная эксплуатация, 1760-1900 года. Самые известные случаи проблематики таких работ порой упоминаются в медиа, например, в сериале Энола Холмс во втором сезоне была женская спичечная фабрика. Тяжелое производство, ужасные условия труда, так называемая фосфорная челюсть, заболевание, которое появлялось из-за хронического отравления фосфором. Это был некроз челюстных костей, то есть буквально гниение челюсти, которое могло привести к летальному исходу. Еще один известный случай на производственных фабриках, как его называют, Radium Girls или радиевые девушки. Это была фабрика часов. Женщины раскрашивали циферблаты радиолюминесцентной краской и от этого получали радиационное воздействие. Отсутствие мер защиты и намеренное скрывание и дезинформация со стороны начальства были этому причиной. А в итоге женщины получали остеопороз, самопроизвольные переломы, саркомы, лейкозы, лучевую болезнь. В общем, все то, что как бы даже говорить страшно. Также в начале 19 века до 70% рабочих в текстильной промышленности были женщины и девочки. Работа, как вы понимаете, сложная, долгая, опасная, тоже до 16 часов в день. Оплата минимальная, ниже мужской в 2-3 раза, а риски намного выше при этом. 2 смены плюс далее дом. 19-20 века. Женщины все так же по 12 часов на фабриках, затем готовка, уборка, стирка, дети. Это работа без выходных, без оплаты за домашний труд. При этом домашний труд экономически поддерживал капитализм, но работой не считался. Впрочем, сейчас тоже не все считают это работой. Хотя если считать в деньгах, сколько будет оплачиваться за няню, за уборщицу, за повариху, поверьте мне, денег у среднестатистического мужчины на такое в жизни не хватит. Также женщины массово работали во время мировой войны в 1940-х годах. Ну и, наконец, наше время. Женщины работают все так же, как всегда до. Сейчас у нас есть возможность зарабатывать деньги за свой труд. Есть возможность распоряжаться самостоятельно этими деньгами, а не отдавать их снова же мужьям и отцам и братьям, как раньше. У нас есть возможность развиваться и расти больше, чем когда-либо в истории. При этом обозначу, что не у всех нас, не во всех странах, и, увы, даже эта возможность, которая у нас сейчас есть, легко может ускользнуть из наших рук, как мы видим по некоторым мировым новостям. И все равно даже сейчас у нас остаются огромные проблемы, пробелы и преграды. Двойная нагрузка, 3-я смена, стеклянный потолок, гендерные стереотипы, они никуда не делись. Все это никуда не делось. По данным ООН, нагрузка женщин может быть в 2 и 6 раза выше, чем у мужчины. Кстати, на примере той же пандемии хочется отдельно упомянуть, что неравенство на какое-то время стало более заметно, чем обычно. В пандемию, когда все были заперты дома, обязанностей у женщин стало больше, типа там, помимо прочего, помимо обычных своих домашних дел, нужно было организовать учебный процесс для детей, организовать свое рабочее место, иногда организовать и мужское рабочее место тоже своего мужа, потому что все перенеслось в онлайн-режимы. И также женщины при этом оказались более уязвимы на рынке труда, потому что они чаще теряли работу. Ну и ко всему сверху, и без того существовавшее и существующее сейчас домашнее насилие
во время пандемии просто возрастает. Мы закончили небольшой экскурс, наверное, можем идти дальше. Итак, почему же женщинам приходилось притворяться мужчинами? Порой не ограничиваясь просто тем, чтобы взять мужской псевдоним, чего было и очень, и очень, и очень много, но буквально одеваться и считаться мужчиной полностью. До середины 19 века в той же Англии существовала правовая система, так называемая coverture, где юридически и фактически после женитьбы женщина становилась как бы имуществом мужчины, грубо говоря, сливалась с ним, теряя гражданскую правоспособность. Она не могла владеть собственностью, заключать контракты, подавать в суд отдельно от мужа, и перед законом муж и жена как бы были одним лицом, и это лицо было, соответственно, муж. Очевидно, также муж получал любое имущество своей жены себе. И вот она у нас первая причина, по которой женщины вынуждены были менять личность. Быть мужчиной равно иметь возможности, права, безопасность, недоступные для женщин в патриархальном мире. То есть снова же быть субъектом, а не объектом. Я обожаю эту фразу, потому что у нас до сих пор женщины являются объектами. Господи, у нас до сих пор абсолютно везде прослеживается то, насколько женщины объекты, а мужчины субъекты, и все равно многие люди просто не хотят этого видеть. Особенно многие мужчины просто не хотят, хотя это буквально видно везде. Женщины не могли учиться, не могли публиковаться в журналах, не могли владеть имуществом, снова же не могли занимать государственные должности, и еще много-много других не могли. И как же при такой системе делать что-либо вообще, будучи женщиной? И ответ снова в том, чтобы не быть женщиной. По крайней мере, до тех пор, пока суфражизм и феминизм не расширил женщинам некоторые свободы. А теперь, наконец, приступим к изучению женских фигур, которые притворялись мужчинами. Я не буду выкладывать подноготную всех, потому что на биографию уйдет вообще дофига времени. Пускай довольно тяжелая жизнь у них, у большей части из них были, о которых послушать или почитать действительно очень интересно, но если вы захотите, может потом как-то. Я бы уделила внимание биографиям некоторых из них. Сейчас я не уверена, насколько это нужно в контексте конкретной темы. Ладно, как оказалось, в итоге я рассказала намного больше биографии, чем планировала, но не всю, вообще далеко не всю, там вообще не так обширно, как надо было. Первой хочу рассказать одну из моих самых любимых историй и, наверное, одну из самых известных. Это Джеймс Берри. Итак, Ирландия, 1795 год. Рождается на свет чудесное дитя, не в самое лучшее время, не в самой выгодной позиции, но с малых лет Джеймс отличался исключительным умом и тягой к знаниям, мечтал стать врачом. В 1809 году он поступает в медицинское училище. После окончания учебы его отправляют на военную службу как помощника в госпитале британской армии в Индии. Быстро он дошел до звания помощника штабного хирурга. Он нравился многим солдатам, потому что он постоянно пытался добиться для них лучших условий и оставаться на стороне пострадавших. При этом коллеги по цеху его не очень любили за прямоту, вспыльчивый характер, дерзость. Хотя, фан-факт, к нему особо никто лезть не хотел, потому что, несмотря на худощавый щуплый вид, Джеймс хорошо владел шпагой. Джеймс Барри интересовался специфической хирургией и боролся за улучшение медицинских стандартов. В частности, он настаивал на важности гигиены и санитарии. Впоследствии в рамках врачебной практики он оказывается в Южной Африке, где проводит первое удачное кесарево сечение, где выжили и мать, и ребенок, за несколько лет до того, как такую же операцию успешно проведут в Великобритании. Скончался хирург в 1865 году от инфекции. Итак, чё я вообще это рассказываю, да? Вроде ж видео про женщин, а что тут вообще происходит? Это что такое? А вот что. После смерти Джеймса горничная, обматывавшая его тело, стала утверждать, что Джеймс Барри на самом деле вообще-то не мужчина. Однако тогда это удалось утаить от общества, и личное дело Берри было засекречено в архивах Министерства обороны долгое время. В 50-х годах 20 века историкиня в военных архивах наткнулась на документы, свидетельствующие о том, что Джеймс Барри на самом деле был женщиной. В начале 21 века врач-уролог, заинтересовавшись историей Джеймса Берри, занялся поисками других свидетельств, и ему удалось найти письмо Берри. И прикол в том, что часть этих писем была подписана именем Маргарет Н. Балкли, а часть Джеймсом Берри. Почерковедческая экспертиза сумела установить полную идентичность почерков и стиля написания этих писем. То есть, вы поняли, да? Она с подросткового возраста почти 60 лет притворялась мужчиной. Просто
просто чтобы лечить людей. И узнали об этом мало того, что после ее кончины, так еще и спустя много времени, потому что официальные лица пытались замять это дело, даже пытались убедить общество, что слухи — это выдумка. Но правда все равно постепенно просочилась. Кстати, многие говорили, что догадывались, что это был не мужчина, и потому что для мужчины у него, то бишь у нее, был довольно высокий голос, своеобразная походка, и в целом она отличалась хрупкостью, ну, по сравнению с ними, я имею в виду. Близко они не общалась. Также Многие ее современники также вспоминали, что как бы близко они не общались с Джеймсом, им никогда не приходилось видеть, как он переодевается, потому что в эти моменты Барри всегда просила окружающих покинуть комнату. Ну и вы, наверное, могли немножко удивиться, почему я вообще говорю о ней с позиции «он» и маскулятивами. Ну, тут просто поймите меня, пожалуйста. Эта история звучит мега невероятно именно с той позиции, как я ее рассказала, мне кажется. Обычно я буду называть тех, о ком говорю, их настоящими именами и с феминитивами, конечно. Просто это вот идеальная история. Итак, Маргарет Энн Балкли просто шла за своей мечтой, но женщинам нельзя было не то, что врачевать, а даже учиться, что она, в общем-то, удачно обошла. Она была одной из самых прилежных студенток университета, посещала не только обязательные, но и дополнительные лекции. Через десятилетие после смерти Маргарет в 1876 году в Великобритании приняли закон, позволивший женщинам официально получить медицинское образование и работать врачинями. А, собственно, сам Эдинбургский университет, где она училась, когда скрывалась под мужским именем, был одним из первых, который начал принимать студенток. Не знаю, меня ее история просто поражает, потому что в мире, где женщинам отказывали даже в праве учиться, решиться на шаг, который изменил британскую медицину, по сути, это сильно. Ну, а мы с вами идем дальше. Роберт Шертлиф, настоящее имя Дебора Сэмпсон. Родилась в 1760 году в США. Детство у нее было печальное, отец бросил, мать не смогла обеспечить детей, отдала их в дома друзей, что тогда было распространенной темой. Несколько раз она приходила к разным семьям, многому училась, умела управляться с разными заданиями. И хотя с ней обращались хорошо, в школу ее все равно не отправляли как детей одного из ее опекунов, потому что тот не верил, что образование вообще нужно женщинам. Сэмпсон, однако, смогла преодолеть это, обучаясь у сыновей опекуна, которые делились с ней своими школьными заданиями. Дебора зарабатывала на жизнь преподаванием в школе во время летних сессий 1779 и 1780 годов. Зимой она работала ткачихой. Также она обладала навыками работы с деревом, плетением корзин, столярными работами. И еще девушка производила инструменты для обжима пирогов, которые продавала, обходя дома. 19-летняя Дебора, переодевшись в мужскую одежду и называя себя Тимоти Тайер, попыталась завербоваться в континентальную армию, но с первого раза ей это не удалось. Когда ей было 21 год, она все же завербовалась на 3 года в 4-й Массачусетский полк континентальной армии под именем Роберт Шерт. Отсутствие бороды и усов она объясняла своей молодостью, но солдаты все равно постоянно шутили по этому поводу и по поводу того, что ей нет необходимости бриться. Потом ее полк был послан в Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк. Вскоре она была ранена в ногу в бою при Территауне, и Дебора сама перевязывала себе раны, чтобы никто не заметил, что она девушка. В результате ее перебитая нога, к сожалению, срослась неправильно, и она стала немного хромать. В одной из перестрелок она была ранена в голову, а в бою под Истчестером пуля попала ей в живот. При этом ее половая принадлежность долгое время так и оставалась необнаруженной, пока она не заболела лихорадкой, правда. Ее поместили в больницу в Филадельфии, и там доктор понял, что она девушка, но не выдал ее. Хотя женщин, которые притворялись мужчинами, обычно наказывали, ее в итоге просто поблагодарили, даже выдали ей жалование, но все-таки отослали домой. Умерла она в 1827 году от желтой лихорадки. Дороти Лоуренс. Рожденная в 1896 году, она рано стала сиротой. Жизнь ее была с самого детства печальная, вся ее история довольно многое показывает о том, как относились к женщинам тогда. Итак, она захотела быть журналисткой. Более того, военной корреспонденткой. Многие мужчины-журналистки рвались на фронт, хотя и немногим туда удавалось попасть, а для женщины путь и вовсе был закрыт. Поэтому она решила выйти из ситуации, притворившись солдатом. В этом ей помогли несколько ее знакомых британских солдат, по частям принеся ей форму. Она отрезала себе волосы, втерла в кожу лица средства, чтобы та побурела. Она поскребла себе подбородок, чтобы это походило на царапины от бритья неудачного, и даже добыла поддельные документы. Попала на передовую под именем Денниса Смита. Спустя 2 недели на фронте ей пришлось признаться в том, что она женщина, и там ее арестовали и допрашивали как шпионку. Это было довольно долго, и я подозреваю, что
Это было довольно неприятно, мягко говоря. А после ее отправили в монастырь. Она также дала клятву не писать о всем пережитом, чтобы избежать тюремного заключения. Тогда Дороти могла бы прославиться как первая и единственная английская женщина, побывавшая на фронте. Эмилин Панкхерст, лидерка британских суфражисток, предложила ей выступить перед публикой, но Дороти столкнулась с препятствиями все в том же запрете от властей, где и до окончания войны разглашать какие-либо сведения о том, что она видела на фронте, нельзя. Когда же войне пришел конец, ситуация в обществе изменилась, и книга воспоминаний «Сапер» Дороти Лоуренс о единственной англичанке на фронте, которая вышла в 1919 году, уже не обрела большой известности. Плюс военное министерство все равно подвергло книгу цензуре. Мало того, Дороти осталась почти без денег. Неудача настолько ее подкосила, что начала сдавать ее психика. К 1925 году ее поведение привлекло внимание властей, и после того, как она рассказала врачу о том, что в подростковом возрасте подверглась сексуализированному насилию, и после того, как оказалось, что ухаживать за ней некому, ее поместили в психиатрическую клинику. Там она провела оставшиеся 39 лет жизни и умерла в 1964 году от церебрального тромбоза. Ее похоронили в общей могиле для бедняков на одном из лондонских кладбищ. И эта история одна, наверное, здесь из самых грустных, мне так кажется, по крайней мере, потому что, скорее всего, она могла очень много рассказать еще в то время. Скорее всего, еще в то время она могла чего-то добиться большего, чем у нее получилось, к сожалению, и из-за властей, и из-за системы, и из-за всего. И я думаю, что, учитывая, что книгу подвергли цензуре, скорее всего, она не рассказала там очень-очень многого. Ладно. Расти Канакоги. Настоящее имя Рена Канакоги. Рожденная в США в 1935 году, она рано начала работать, в возрасте 7 лет. В подростковом возрасте возглавляла уличную банду, тренировалась с грушей в спортзале, использовала гантели брата для тренировок, а позже заинтересовалась боевыми искусствами. Она училась дзюдо и пыталась участвовать в своем районе в соревнованиях, но ей это запретили по причине женщина. Поэтому позже, в 1962 году, она решила обойти этот запрет и переоделась мужчиной, чтобы участвовать в соревнованиях. Она коротко подстриглась, затянула грудь, затем заменила травмированного мужчину из своей команды и, собственно, одержала победу в турнире. После чего организатор спросил, правда, не женщина ли она? Что оказалось правдой, очевидно. Так что медали ее лишили, потому что, представляете, как так женщина победила мужчину в дзюдо, женщина. В итоге, не имея возможности развиваться в любимом деле дома, она поехала в Японию. Там с 1926 года женщины могли тренироваться в отдельных от мужчин группах в Кодакане. В итоге Рена стала первой женщиной, которой дали разрешение тренироваться в мужской группе. Чуть погодя, она вернулась к себе на родину. Рене стала тренеркой для женской группы, где также были несколько лучших дзюдоисток 1970-х годов. И еще она руководила первым турниром среди джуниоров по дзюдо в Нью-Йорке, затем женским турниром там же, а в 1977 году она и вовсе организовала команду еврейско-американских женщин для участия в Маккабеанских играх в Израиле. А еще Рене на деньги ипотеки своего собственного дома спонсировала и организовала первый в мире чемпионат по дзюдо среди женщин. И буквально благодаря ей и ее угрозам подать в суд на Международный олимпийский комитет за то, что они не признавали женское дзюдо, на Олимпийских играх 1988 года ввели женское дзюдо в виде показательного спорта. И она лично тренировала свою ученицу Маргарет Кастро, которая завоевала бронзовую медаль на тех же самых Олимпийских играх. Итак, в 1991 году ее ввели в Международный зал славы женского спорта. Кстати, спустя 50 лет после того случая, как у нее отобрали медаль за победу, в тот момент, когда она переоделась мужчиной и победила, ее все-таки в итоге наградили золотой медалью в знак признания ее долгой многолетней работы. Спустя 50 лет ей вернули эту медаль. Умерла Рене в 2009 году после борьбы с множественной миеломой. Простыми словами, раком. Вы, наверное, не понимаете, почему у меня постоянно меняются волосы, но меня бесит, как они лежат, мне абсолютно все не нравится, и я решила их просто расплести, и все. Йоанна Жубр родилась в Польском королевстве в 1770 году. Про нее история короткая, но тоже значимая. Ее муж был призван в армию, а Йоанна последовала за ним, скрывая свой пол и нося мужской мундир. Она участвовала в войне Варшавского герцогства против Австрии, приняла боевое крещение, тайно прокралась в форт в окрестностях Брамы-Львовской и захватила вражескую артиллерию.
Женщина стала первой полячкой, которая получила высшую воинскую награду – Серебряный крест Virtuti Militari. За свою жизнь она принимала участие в 17 боях и, к сожалению, умерла от холеры в 1852 году. Мария Китерия ди Жезус родилась предположительно в 1792 году в Бразилии. С детства она имела независимый характер. Не получила образования, но научилась хорошо ездить верхом и обращаться с огнестрельным оружием, а также охотиться. Сперва она попросила у своего отца разрешения вступить в войска, но когда же он отказал, то она бежала к своей сводной сестре, где обрезала волосы и, переодевшись мужчиной, отправилась под фамилией Мадейрас в артиллерийский полк. Там женщина была 2 недели, пока ее отец ее не разоблачил. Но навыки Марии Китерии были настолько хороши, что даже ее майор Жозе Антонио да Сильва Кастро встал на ее защиту, позволив ей остаться в войсках. Правда, с условием, чтоб она зачем-то поверх штанов носила шотландский килт. Ну да ладно. Она участвовала в нескольких сражениях, включая оборону острова Маре. В битве под Питубой она возглавила атаку на вражеское укрепление, и в том бою Мария Китерия лично взяла в плен несколько португальских солдат. Ей было присвоено звание кадетки, а командование дало ей официальное разрешение носить мундир, шлем и меч. Только почему-то по-прежнему с тем же килтом, ладно. Также она была вознаграждена орденом де Крузейра и получила звание Энсина и личную благодарность императора. Что занятно, она позже попросила прощения у своего отца за неповиновение, то, что было изначально. Вышла замуж она за друга детства и родила дочь. Кстати, многие героини про тех, кого я рассказываю, на самом деле и имели и детей, и мужей, и я просто не думаю, что это важно в нашем контексте снова же или играет какую-то роль, помимо той очевидной, что кроме силы и кучи умений, женщины еще и имели смелость пойти на такой страшный, тяжелый шаг, как рождение целого человека. Просто целого человека. Это ого. Просто ого. Так вот, она хотела получить наследство отца позже, но проклятая бюрократия победила, и она осталась, собственно, ни с чем, умерев в бедности в 61 год. К.В. Швейцер, а если точнее, то Катрин Швейцер, родилась в Германии в 1947 году. Позже переехала с близкими в США. Кэтрин, еще будучи студенткой Сиракузского университета, пробежала бостонский марафон впервые, и при том, что женщины еще лет как 5 не допускали к марафонам. Суть в том, что на марафон она зарегистрировалась под инициалами, которые могли принадлежать как женщине, так и мужчине. И она сама утверждала, что она не пыталась косить под мужчину, что она не пыталась замаскировать, кто она есть, потому что ей это, в принципе, было не нужно, хотя она и знала, как относится к женщинам. Она просто написала инициалы и побежала. И там тогда один из представителей организаторов марафона, Джок Сэмпл, пытался силой увести ее с трассы и потребовал, чтобы она вернула номер и убиралась к черту с его марафона. Потому что, по его мнению, женщины не должны участвовать в спортивных соревнованиях наравне с мужчинами. И вообще это оскорбляет такими действиями весь мужской пол. Бедные несчастные не могут принять тот факт, что существо не спит. Том тоже человек. Жуть, просто какой ужас, как это возможно? Том Миллер, кстати, приятель Швейцер, побежавший вместе с ней, отшвырнул этого чела и не дал ему возможность помешать ей. И фотография этого инцидента попала на первые страницы ведущих изданий мира. Следствием ее пробега стало то, что Атлетический союз наложили полный запрет на участие женщин в мужских соревнованиях. А так званых нарушительниц грозили навсегда лишить права соревноваться. Швейцер же совместно с другими бегуньями пыталась убедить членов Бостонской атлетической ассоциации открыть марафон для участия женщин. В конце концов, их условия увенчались успехом, и в 1972 году женщины получили право официально участвовать в бостонском марафоне. Позже она заняла первое место среди женщин на Нью-Йоркском марафоне в 1974 году. Более того, она еще и получила премию Эмми за заслуги в качестве телекомментаторки. А еще написала свою книгу «Бег и ходьба для женщин за 40» и позже выпустила мемуары «Марафонка», которая получила премию за лучшее журналистское описание женщины в спорте. В 2011 году Швейцер тоже была включена в женский национальный зал славы за то, что совершила общественную революцию, дав женщинам во всем мире возможность бежать. Каррер, Элис и Эктон Белл. Сестры Бронте, чьи настоящие имена Шарлотта, Эмили и Энн. Британские писательницы, родившиеся в 1816, 18 и 20-х годах. Далее я буду называть всех настоящими именами, чтобы не путаться между ними и псевдонимами. Изначально сестер было 5, но 2 старшие, к сожалению, погибли совсем юными. Плюс у них еще был братец, который доставил немало хлопот своим пристрастием к выпивке. И остальные 3 с детства интересовались литературой, начали придумывать вымышленные истории и миры
играя в игрушки в самом-самом юном возрасте. Немного про каждую из них. Шарлотта Бронте — одна из самых известных писательниц английского романтизма и реализма, старшая из девушек. И я удивлюсь, если кто-то никогда не слышали про роман Джейн Эйр. В свое время она получила множество отказов, когда отправляла свои лучшие стихотворения придворному поэту-лауреату. Примечательно, что он ответил, будто у нее огромный талант, но она должна просто писать в угоду деторождению, потому что литература не может быть женским уделом. Первый роман под названием «Учитель» Шарлотты был отклонен 9 раз, прежде чем в итоге был опубликован посмертно. Когда она публиковала известную Джейн Эйр под мужским именем, то издатели даже не знали, что она женщина целый год после публикации книги. Произведения Шарлотты во многом автобиографичные. Она писала о проблемах равноправия, социального неравенства и образования. Она создавала чудесных, смелых и сильных героинь, и даже считается, что книги ее совершили переворот в вопросах о морали. Например, Джейн Эйр приняли как манифест борьбы за права женщин. К сожалению, скончалась она в 38 лет во время беременности. У этой семейки в целом очень мрачная история, и они все, как-то их сестры, братья, все умирали довольно рано, я не знаю. Эмили, средняя сестра, была больше поэтессой, чем писательницей, но в историю литературы вошла как авторка романа «Грозовой перевал». Самая загадочная из сестер, она любила свободу и с трудом вписывалась в общество. В 1844 году Эмили начала переписывать все свои стихотворения в отдельные тетради. Их якобы случайно нашла Шарлотта и настояла на том, чтобы текста были опубликованы. Эмили была не очень этому довольна, она как бы не хотела становиться публичной, и только когда Энн тоже стала доставать своих стихотворений из письменного стола, она согласилась на публикацию. Решено было выпустить сборник с творениями всех 3 сестер, которые взяли себе мужские псевдонимы, опасаясь, что к женщинам-поэтессам публика отнесется недоброжелательно, что так было вообще-то. Кстати, Эмили хоть и была затворницей и людей, кроме близких, к себе не подпускала, живя в больше относительном уединении, при этом она обожала животных и оставила за собой десятки рисунков с кошечками и собачками. Погибла она в 30 лет от чахотки, простудившись на похоронах брата, который тоже, кстати, умер молодым. Энн Бронте, младшая сестра. Она долгое время оставалась в тени Шарлотты и Эмили. Хоть и писала стихи, но главными произведениями ее стали романы «Агнес Грей» и «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», которые не были замечены в то время и стали популярны только в 20 веке. Первый описывает униженное положение гувернанток в богатых семьях, а второй посвящен скандальной теме для того времени — уходу женщины от мужа без его согласия. Он же считается одним из первых феминистских романов. Кстати, Энн также в свое время осудила критиков, чье мнение о том, что следует или не следует писать, зависело от половой принадлежности. Ее слова были примерно таковы: «Я полагаю, что хорошая книга является таковой вне зависимости от пола тех, кто ее создали. Все романы существуют или должны быть написаны для чтения мужчинами и женщинами. И я никак не могу уяснить, почему мужчина может позволить себе писать нечто такое, что будет позорным для женщины, а женщине нельзя писать о том, что будет правильным и подобающим для мужчины». Умерла Энн, как и все ее сиблинги, довольно рано, в 29 лет, от прогрессирующего туберкулеза. У нее была долгая борьба с болезнью, но, увы, она не перенесла ее. Жорж Санд. Настоящее имя — Амандина Аврора Люсиль Дюпен. Французская писательница, родившаяся в 1804 году. Итак, с детства Аврора привыкла к мужской одежде, которую использовала для верховой езды и прогулок, так как та была более удобна. Позже из экономии и для эффективности она носила мужской костюм, так как, например, в тот же театр, в Партер, где были единственные места и по карману, женщин просто не пускали. Положение финансовое в тот момент у нее было печальное, как мы поняли, и она решила заработать на жизнь писательством. В Париже она показала свой роман «Эмма» сперва одному писателю и члену Палаты депутатов, который посоветовал ей этим не заниматься. Затем второму журналисту и писателю, который не был особо вдохновлен ее работой, но предложил ей сотрудничество в газете. Далее у нее была череда совместной работы с другим писателем, который и подписывал эти работы своим именем, а после у нее была самостоятельная работа над романом. Тогда она взяла псевдоним. Это стало для нее символом избавления от рабского положения, на которое обрекало женщину современное тогдашнее общество. Кстати, позже еще были подозрения в том, что у Авроры была любовная связь со своей подругой, актрисой Мари Дарваль, но подтверждений нет, как, впрочем, и наоборот. Зато вот мужчин она вроде как меняла как перчатки. Скончалась женщина от кишечной непроходимости в 71 год. Работы ее вы можете видеть на экране, их довольно много. Самый известный из них — это Консуэла, графиня Рудольштадт, Индиана, Мопра, она и он. Ну и я не я, если не скажу про образы женщин из игры в этой тематике, потому что, как я могу не упомянуть это, правильно? У нас тут все-таки фем и игровые темы, да?
Ну да. К сожалению, такого в гейминге очень немного, и примеров буквально еле-еле нашкребешь. Но более, на мой взгляд, классический троп женщина в мужской игре я обычно такой не люблю. Ну, как бы примеров много и не найти, как я уже сказала. Сама по себе игра файтинга, если вы знаете жанр, то понимаете плюс-минус, какие там обычно женщины. Итак, это Акира Кадзума из Rival Schools United by Fate. Акира — ее старший брат Дайго, сироты. Раньше они жили вместе, пока Акира не переехала в общежитие Сейдзюн. Их родители дружили с владельцем автомастерской, который научил Акиру ездить на велосипедах после смерти ее родителей, и теперь она помогает ему с ремонтом. Сюжета не особо много, файтинг снова же, но она поступает в школу для мальчиков под видом парня, чтобы найти своего пропавшего брата. Конечно, там довольно быстро становится ясно, что она не парень, ну и вообще это заметно. Ну да ладно, как пример, все равно пусть будет. Дальше поверить не могу, что я упоминаю, но Final Fantasy V. Парис. Принцесса, потерянная в детстве, воспитанная пиратами. Переодевается в мужчину, чтобы командовать судном, хотя в ходе сюжета ее тайна и раскрывается. Я сама не играла и вряд ли буду, но как образ я тоже это вставлю. Еще там была какая-то визуалка о том, вроде бы я ее просто знаю, слышала, но я не играла, где ГГшка притворяется парнем, чтобы скрыть свою личность, и там по главам, типа, когда она в поместье или где она там живет, то она в образе мужчины, а когда она ходит в город, то она в образе девушки, как-то так. Но там был будто бы какой-то кринж, поэтому я советовать ее бы не стала, и тоже упомяну просто в качестве, что вот такое есть. Но мое самое любимое, самое запоминающееся в этой тематике было в приятной инди-коротенькой игре под названием The Lion Song. Там было 4 эпизода, в каждом из которых мы проживаем жизни разных людей, что идут к своей цели. Итак, в третьем эпизоде, который называется Derivation, нам рассказывается история из мира науки 20 века. Эмма Ресничек, героиня эпизода, горит любовью к математике. А как быть, если девиз того времени — математика для мужских мозгов? Угнетение и принижение женщин в точных науках буквально существует до сих пор, что говорить про старые времена. Героини у нас не хотят слушать, ее высмеивают, ее осуждают, в то время как Эмма просто хочет донести мысли, во-первых, свою личную, что-то там по математике, я вот этого момента уже не помню, но у нее там была какая-то теория, по-моему, да, или что-то такое. Плюс еще мысль о том, что женщины ничем не хуже, что мы можем быть на одном уровне в математике. И, господи, вы вообще представляете, сколько на самом деле могло бы быть сейчас всякого разного, сколько могло бы добиться человечества, если бы женщины просто допускались во все сферы. Если бы во все сферы допускали 100% человечества, а не 50%, а не только половину мужскую. Я думаю, было бы намного больше всего. Намного больше исследований, намного больше всяких изобретений. Просто вот... Да. Итак, план Эммы был в том, чтобы замаскироваться под мужчину и донести свои мысли, потому что послушать ее могли бы только так. Будучи в образе, как она называлась, Эмилия, женщина доносит свою теорию мужчинам в математическом кругу. И там дальше начинаются ее личные метания между личностью, желаниями быть услышанной. Так что я не буду спойлерить, но поверьте, это буквально лучшая по прописанности и раскрытию героиня в этой игре. Ну, для меня уж точно. Эх, а ведь это была одна из первых игр на моем летсплей-канале. Я просто надеюсь, что кто-то сделает больше таких игр или что-то подобное, чтобы примеров тоже у меня стало больше. Если вы знаете какие-нибудь примеры, где в играх женщины притворялись мужчинами, то тоже напишите в комментарии, пожалуйста. Кто-то, наверное, удивились, что я не вставила знаменитую Жанну Дарк, потому что это одна из самых вообще ярких, известных примеров, которые отлично подходят по теме. Но я просто решила, что про нее и так знают практически все, а ее история, наверное, получилась бы одной из самых-самых длинных, потому что там действительно очень много разных фактов и биографий, и просто о ее деталях жизни, мировоззрении. И мне кажется, самая грустная и показательная часть ее жизни была в том, как ее передали инквизиции и за что. Хотя не сказать, что во времена сжигания ведьм в принципе была хоть какая-то объективная причина так поступать, кроме, конечно, ущемления мужского эго женщинами. На самом деле многие женщины были, о которых я тоже не рассказала, такие как, например, одноглазый Чарли, о котором узнали, что эта женщина только после ее кончины была ловкой водительницей дилижанса, Папесса Иоанна, которая, как ясно из наименования, занимала папский престол, Каталина Эраса, монахиня-лейтенантка, Хуа Мулань, которая стала прототипом мультика всем известной Мулан. Ну и еще много-много других женщин. Сильных, умелых и волевых. Это только из тех, которые нам, в принципе, известны, которые раскрылись или не были замяты и забыты. Как-нибудь я обязательно расскажу истории женщин, которые создали или сделали что-то, что было украдено, присвоено мужчинами, либо всячески пыталось быть неуслышанным и неувиденным. Потому что там историй ой, как много. Но сейчас можете писать, может, вы знаете еще кого-то с интересными историями. Также пишите, что вы услышали впервые или что вам особенно интересно было узнать или послушать. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока!